Привет, друзья! Вы на канале Pop Music, меня зовут Владимир Исаев, и сегодня у нас на обзоре два компактных домашних комбо от компании Black Star. Это Debut 15E и его младший брат Debut 10E. Ну и начнем с того, который побольше. Debut 15E обладает двумя динамиками по 3 дюйма и общая мощность 15 Вт. То есть достаточно громкий, чтобы вам было слышно себя во время домашних занятий, тем не менее недостаточно громкий для репетиций и недостаточно громкий, чтобы ваши соседи вызвали вам граждан полицейских. Поэтому отличный комбик для занятий дома. В чем его преимущество, чем он вам поможет для занятий? У него есть два канала. Первый чистый, второй с перегрузом. На обоих каналах есть гейн, есть громкость, есть ручка тона, то есть регулировка высоких частот, и фирменная, скажем так, частотная штука ASF от компании Black Star. Это такая ручка, которая эмулирует от американского звука до британского. Соответственно, вы можете выбрать, вам нужно поплотнее, больше середины, больше низких частот, или вам нужен такой американский саунд с более вырезанной серединой, с большим количеством высоких и низких частот. Ну, соответственно, попробуйте, покрутите. Довольно интересно он влияет на звук, да мы и вместе сейчас послушаем. И кроме того, в этом комбике есть эмуляция ленточного дилея. Здесь он включается одной кнопкой, у вас есть сразу дилей, и ручкой вы можете отрегулировать время задержки. Ну что ж, давайте послушаем. Начнем прослушивание с чистого звука, вот как он звучит. Соответственно, ручки эквализации. Одна отвечает за верх. По часовой стрелке делает их значительно больше, против часовой стрелки значительно меньше. Но какая ручка мне более интересна, это, конечно же, ручка ASF. Она довольно сильно меняет характер середины, и по часовой стрелке середина становится такой массивной, может быть, чуть-чуть бубнящей. Против часовой стрелки она практически полностью пропадает. Где-то посередине таится истина, как мне кажется, будет звучать максимально хорошо. Ручка гейна работает и на чистом звуке, и на перегрузе. На чистом звуке, если мы прибавляем ее на максимум, заодно уберу громкость, уже получается и не то чтобы совсем чистый. Да, уже такой почти что, можно сказать, кранчик. Соответственно, для всех партий типа... Такой звук подойдет. Переключаемся на Overdrive. Уберу немножко гейна, уберу немножко громкости. Стоит понять, что страт с синглами будет чуть-чуть фонить. Это не значит, что ваша гитара будет фонить. Это просто страт с синглами фонит. Слышим, что он такой слишком яркий, слишком пронзительный. Можно поработать, собственно, с эквализацией. Убрать верх, который мы добавили на чистом звуке, и перекрутить как раз в сторону британского звука. Ну, соответственно, на среднем гейне никакой это не такой массивный дисторшн, это скорее такой роковый перегруз, кранчевый, такой фузовый. Возьмем сейчас гитару с хамбакером и послушаем совсем максимальное значение перегруза. Так, взяли гитару с хамбакерами. Ну, какая у нас сегодня была на студии, такую и взяли. Так вот, поставили гейн чуть-чуть побольше, давайте послушаем, что будет.
Гейна более чем достаточно. Давайте поиграем что-нибудь такое. В общем, можно нарулить очень плотный, жирнейший звук из хамбакеров, можно нарулить нормальный такой уверенный кранч из синглов. Все, что касается дисторшена, звучит классно. Давайте послушаем, что будет с дилеем. Ну, а настройки дилея как на большом комбике, так и на маленьком работают довольно интересно. Здесь нельзя отрегулировать, насколько громкий или тихий будет дилей. Нельзя отрегулировать количество повторов. Единственная настройка, которая нам доступна, это время дилея. А дилей сам по себе установлен таким, каким представляют себе классные дилеи в компании Blackstar, и в принципе я во многом с ними солидарен. На коротком времени дилей звучит почти что как слэпбэк. Можно даже его сделать еще более похожим на слэпбэк. Прям такие два удара. Соответственно, если вам нравится играть что-нибудь, ну и так далее, то это, в принципе, подойдет. Но и если вы хотите поиграть какие-то соляки с перегрузом, выставляете время дилея побольше. Вот такое. Включаем перегруз и вперед. Вот он, плотный соляк с перегрузом, соответственно, чтобы поработать над этой частью вашей игры, такой дилей тоже подойдет. Мне настройки этого ленточного дилея в этом комбике в принципе нравятся, а уж для дома и желать больше нечего. Ну а что же можно сказать про Blackstar Debut 10E? Этот комбик значительно поменьше в размерах, однако всего лишь на 5 Вт менее мощный и обладает теми же двумя динамиками по 3 дюйма. Основная разница здесь, конечно же, в ручках. Здесь нету ручки тона, и здесь нету, самое главное, ручки гейна. Для многих это может быть решающий фактор, потому что отрегулировать усиление на чистом звуке и перегрузе невозможно. То есть чистый звук звучит только так, перегруз звучит только так. Сделать легкий кранч или сделать более жирный или наоборот более такой расплывчатый перегруз не получится. Как есть, так есть. Но для домашних занятий, я думаю, и этого для многих достаточно. Кроме того, здесь, как и прежде, есть ручка, регулирующая тембр. То есть вот это вот самый американский английский. Ну, вы помните с прошлого. Работает она точно так же. Влево. Право. Право более мутная, середина, она более активная. Влево чуть-чуть менее такая интенсивная серединка. Послушаем. Ну, в принципе, неплохо. Как ведет себя дилей? Да точно так же. Абсолютно идентичная работа дилея. Влево шорт. Вправо будет совсем длинный. По звуку два комбика очень похожи, сразу понятно, что это одна серия, звук узнаваемый. Давайте послушаем, как звучит комбик через выход на наушники.
Стоит заметить, что для того, чтобы заниматься еще более эффективно, на этих комбиках есть вход для мини-джека. Соответственно, можно включить, например, свой компьютер и пускать через этот комбик метроном или минусовки. Можно даже послушать музыку, если вам захочется. И на обоих комбиках есть выход на наушники с эмуляцией усилителя. То есть никакого зуда и противного звука у вас в наушниках не будет, и можно заниматься совсем тихо. Поэтому делаем свой выбор. Если нужно регулировать уровень гейна, если нужно чуть-чуть больше отстраивать эквализацию и хочется быть чуть-чуть погромче и помощнее, то выбираем 15Е. Если, в принципе, без разницы и для занятий вам даже и уровень гейна не нужен, то 10Е, маленькие, красивые, классные комбики. Пробуем, оставляем свои комментарии внизу под этим видео, ставим лайки, подписываемся на канал, ставим колокольчик, ну вы сами все знаете. До новых встреч! Вы все знаете, вы зайки. Поехали. Вот. Не, все. Игры не будешь, да? Ну, пока нет. Сейчас я... Давай. Сейчас скажу. Сейчас да, сейчас нельзя играть. Запись. А на задней стороне у них ничего нет? Ничего нет. Вообще, да? То хорошо.